Здравствуйте. Мне тут задают вопрос, а почему до сих пор человеческая цивилизация не нашла инопланетян? Почему они нас не нашли? Может быть, мы единственная Вселенная? Да с чего вы решили единственную Вселенную? В огромной Вселенной, где миллиарды, триллионы звезд, где больше звезд, чем песчинок на Земле. С чего вы решили, что вы единственные такие умные во Вселенной? Есть гипотеза, что когда-то, много тысяч лет назад, инопланетяне прилетали на Землю. И это нашло свое отражение в мифах. Так появились боги, так появилась религия у человеческой цивилизации. Однако это всего лишь гипотеза. Давайте вернемся к практике, к науке, к наблюдению. С чего вы решили, что высокоразвитая цивилизация будет общаться с человеческой? С чего вы решили, что есть о чем поговорить высокоразвитой цивилизации с человечеством? О чем будет разговаривать высокоразвитая цивилизация с человечеством? Что вы будете рассказывать высокоразвитой инопланетной цивилизации? Жаловаться на грязные подъезды, на отсутствие дорог, на отсутствие туалета, на отсутствие нормальных услуг ЖКХ, на том, как вы вчера победили ящик водки, о том, как вы совершили подвиг на сексуальном фронте, как вы друг другу изменяете, кто какая скотина. О чем разговаривать в высокоразвитой цивилизации с человеческой? О том, как вы друг друга обманываете, и предложить высокоразвитой цивилизации нагреть какого-нибудь представителя человеческой цивилизации? О чем вы будете разговаривать? Попытаться с ними торгануть высокими технологиями, выкупить у них высокие технологии? Что вы еще можете предложить? Человечество оценивается не по ученым, не по космонавтам, не по НАСА, не по Роскосмосу, не по Джаксу, не по ЕКО, не по частным компаниям, а по всей человеческой цивилизации, по нищете в Африке, по нищете, которая в России, в Соединенных Штатах, в Европе, по беженцам, по войнам, по наркомании, по алкоголю, по ценностным ориентирам, по террористам, которые совершают теракты ради своих примитивных религиозных представлений, по антипрививочникам, которые сочиняют бред в отношении науки, по лаудитам, по шовинистам, которые ненавидят друг друга в силу любого отличия. В целом, что вы можете дать высокоразвитой цивилизации? Чем вы можете поделиться? Своими примитивными представлениями о Вселенной? Чем вы можете поделиться? Высокими технологиями? Нет. Какими-то фундаментальными прорывами в науке, в гуманитарной сфере, в точных науках? Их нет. Чем человеческая цивилизация ценна? Вам можете сказать, конечно, жизнью. Ну да, безусловно, жизнью. Антропологически можно изучать и наблюдая за человеческой цивилизацией, не вмешиваясь в нее. Вот как за животными. Вы любите смотреть миры животных, передачу. Вот там камеры скрытые ставят и наблюдают за животными. Ну прекрасно. Прекрасный уровень развития. Если представить, что вам попадут высокие технологии, что вы с ними будете, как вы их будете использовать? Согласно своим примитивным представлениям о Вселенной. Правильно. Самоуничтожаться, уничтожать других. Зачем высокоразвитой цивилизации вступать в первый контакт с доварповой цивилизацией, находящейся на нулевом уровне развития по шкале Кардашова? Чтобы вы начали строить конспирологические теории против другой цивилизации, более высокоразвитой, чтобы вы начали шовинизм, а именно этим закончится общение с человеческой цивилизацией, именно шовинисты появятся в человеческой цивилизации и будут ненавидеть другую, более развитую цивилизацию. Зачем общаться в этом случае, зная заранее, чем это закончится, чем может это закончиться высокоразвитой цивилизацией человечества? Правильно, незачем. Счастливенько всем!